Вот я уже связала ручки. Сейчас будем вязать тельце. Для этого берем 2 ниточки наши, делаем петельку и 2 воздушные петли. В первую набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду делаем 6 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Хочу сказать еще, что распускается эта пряжа очень легко. Только что я провязала 5 рядов и поняла, что я не включила запись. Поэтому пришлось распустить и начать сначала показывать вам, как вяжется тельце. Так, второй ряд провязали, третий ряд, 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Все, это у нас закончился ряд. Следующий ряд, 4, 2 столбика без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 1, 2 и прибавочка, это у нас 3, 4, 5, 6 и прибавка 7, 8, 9, 10, прибавка 11, 12, 13, 14 и прибавка 15, 16, 17, 18 и прибавка 19, 20 и 21, 22 и прибавка 23, 24. Следующий ряд, 5, 3 столбика без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 1 столбик провяжу, поставлю маркер. 2, 3, прибавка, 1, 2, 3, прибавка, 1, 2, 3, прибавка, 1, 2, 3, прибавка, 1,
3 прибавка и 1, 2, 3 прибавка. Так, это мы провязали 5 рядов. В 6-м ряду будем провязывать ножки. Помним, да, что вот это вот у нас изнаночная сторона, но она у нас идет как лицевая. Поэтому и провязывать тут будем тоже с нюансами. Не так, как обычно. Так, сейчас хочу вот эти вот ниточки на эту сторону забрать. Тут их затянуть и будем сейчас провязывать. Вот как мы вязали, так и идем. Сейчас вяжем 1 столбик, ставим маркер и расскажу, как будем вязать. 1 столбик провязала, маркер поставила. Вообще нам нужно в 6-м ряду 9 столбиков без накида провязать, потом 5 столбиков без накида с ножкой, потом 10 столбиков без накида, 5 столбиков без накида с ножкой и 1 столбик без накида. Давайте, поехали. 1 мы уже провязали, это 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот сейчас главное не пропускать петли. То есть петли вообще хорошо видно. Видите, вот все петелечки хорошо просматриваются. Поэтому главное ничего не пропускать, иначе ножки будут пришиты неровно. Смотрите, сейчас мы будем брать ножку, вот так вот берем ножку нашу и сначала иголочку, ниточку, крючок вводим в петельку. Вот в следующую нам нужно с ножкой провязать 5 рядов, 5 петелек, господи, простите. Так, поэтому вот сюда мы ввели, вводим здесь, смотрите, чтобы все ровненько привязать. Берем все правильно, хватаем и протягиваем. Это вот 1 петля провязали. В следующую аккуратно, не пропуская петельки, на ножки и на тельце провязываем аккуратно все и правильно, потому что как привяжете, так у вас и мишка будет смотреться. Так, 2, дальше опять же не просто, но вы справитесь. 3, просто берите и делайте. 3, на ножке как получается. Главное не пропускать петельки вот здесь вот в самом тельце, чтобы все было ровненько пришито. Вот 5, это мы сделали. Дальше вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 2, 2, 2. Так, сюда же я уже сделала. 3, 4. Вот здесь вот очень внимательно. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот смотрите, давайте посчитаем, сколько петелек остается до конца.
Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петелек у вас должно остаться. 5 петелек мы провяжем с ножкой и потом еще одну петельку просто так. Смотрите, ножку теперь берем, нам нужно, чтобы вот так вот они были привязаны. Поэтому ножку берем вот так вот. Но сначала крючок вводим в тельце, а затем, опять же, смотрите, чтобы ножка ровненько была привязана. Поэтому следите за этим. Вот. Цепляем ниточку. Протягиваем, затягиваем хорошенько, чтобы она у нас не болталась. Здесь не пропускаем петли. Это у нас вторая будет петелька провязана. Дальше третья, вот тут холофайбер нам не нужен. Третья. Четвертая. И пятая. Пятая. И одну петелечку остается здесь провязываем просто так. Ниточку подтяните, посмотрите, что у вас получилось. Обязательно, чтобы вот эти вот ножки, у нас же ножки впереди есть, именно носочек, чтобы все это было ровненько. Если что, сразу переделывайте. Вот такая вот красота у нас получилась. Если у вас тоже получилось, поздравляю. Если нет, пробуйте еще раз, пока не получится. Только так. Так, следующий ряд, 7, вяжем 4 столбика без накида, 1 прибавка. Вот 1 столбик без накида провязали, маркер поставили, закрепили, так, тихонько не шатаемся и вяжем. Дальше 4 столбика без накида, 1 прибавка. Это у нас 2, 3, 4 и прибавка. Один, 2, 3, 3. Так, где тут у меня петельки? 3, 4 и прибавка. Здесь вот возле ножки будет сложно провязать, потому что здесь петелечки не очень хорошо видно, но у вас все получится. Привет! Привет, Макар. Пришел сынок мой. Телевашку. Я тебя люблю. Доброе утро. Я тоже. Доброе утро. Доброе утро. Я видео снимаю. Ну как? Получилось? Да получится, конечно. Макарчик, пусть пока полежит, ладно? Я людям покажу, а потом я тебе подарю. Макар меня просит уже этого мишку. Я его вчера связала, он: все, это мой. Он, правда, говорит так на каждую мою игрушку. Так, 1, 2, 3, 4 и прибавка. Так, вот прибавка. 1, 2, так,
3, 4, прибавка. Так. 1, 2, 3, 4, прибавка. 1, 2. Так. Где здесь? Где? 3, 4 и прибавка. Так, это у нас был 7 ряд. Дальше 8, 9, 10, 11 ряд, то есть 4 ряда, мы провязываем по 36 столбиков без накида. Опять же, на каждом ряду ставьте маркер и считайте каждую петельку, чтобы у вас в каждом ряду было по 36 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно и потом уже встречаемся, когда будем вязать 12 ряд. Провязала я с 8 по 11 ряд 36 столбиков без накида. В 12 ряду вяжем 4 столбика без накида, 1 убавка. И так до конца ряда. Вяжем 1 столбик без накида, ставим маркер, и продолжаем. 2, 3, 4 и убавка. 1, 2, 3, 4, убавка. И так до конца ряда. Следующие 2 ряда, 13 и 14, провязываем по 30 столбиков без накида. По 30 столбиков без накида. 1 столбик провязали, маркер поставили и вяжем дальше. Это 1 был, 2, 3, 4.
В 15 ряду вяжем 3 столбика без накида, 1 убавка. И так до конца ряда. Провязываем. 1 столбик провязываем, ставим маркер. И до конца 15 ряда 3 столбика без накида, убавка. Вот 1 мы провязали, и дальше 2, 3, убавка, 1, 2, 3, убавка, 1. Следующие 2 ряда, 16 и 17, провязываем по 24 столбика без накида. Делаем первый столбик, маркер, ставим сюда, и 2 ряда по 24 столбика без накида. Провязала я 17 ряд, 24 столбика без накида. В 18 ряду провязываем 9 столбиков без накида, затем 5 столбиков без накида с ручкой, снова 9 столбиков без накида и 5 столбиков, нет, потом 10 столбиков без накида и 5 столбиков без накида с ручкой. В общем, ладно, давайте сейчас провяжем одну петелечку, поставим маркер как начало ряда и вяжем еще 8, то есть всего 9 столбиков без накида в начале ряда. Вот 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот, смотрите, как у нас тут вот 9. И сейчас будем провязывать ручку. 5 столбиков без накида с ручкой нужно. Вот в первую петелечку вставили. Затем берем нашу ручку и с ручкой провязываем столбик без накида. Вот хорошенечко подтягиваем и провязываем. Вот 1, дальше следующие петелечки в ручке вставляем, хорошенечко затягиваем и провязываем. 2, 3, еще раз, это вот 4 и еще одну петелечку с ручкой. Вот это вот 5. Теперь вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И 10. Это как раз у нас конец ряда. Но мы на это не обращаем внимания. Убираем маркер, потому что здесь мы провязали 9 плюс 5 14 и 10 24. Мы на это не обращаем внимания, просто провязываем еще 5 столбиков без накида с ручкой. Следующую петельку ставим крючок. И здесь тоже вставляем и хорошенько подтягиваем и провязываем 1. 5 раз нам нужно. Вот 2. 3. 4 и еще один столбик без накида с ручкой, последний. Так, протягиваем, провязываем. Вот что у нас должно получиться. Вот такое вот тельце должно получиться. Ручки ножкам симметричны. Видите? Вот так и вот так. Сзади вот так. Так, и теперь еще один ряд провязываем. То есть не смотрим то, что мы тут уже 5 столбиков провязали в новом ряду. Начинаем как будто бы сначала. Просто нам нужно немножко меньше сделать горлышко. Поэтому просто как будто это у нас начало ряда, провязываем 2 столбика без накида, убавка. И так до конца ряда. Вот сделали как первую петельку, поставили маркер и отсюда вяжем 2 столбика без накида, убавка. И до конца ряда так вяжем. Один, два, убавка, один. Соединительный столбик делаем, обрезаем ниточку для пришивания, оставляем. Вот так вот обрезали и затянули. Теперь нам нужно наполнить холофайбером. Сейчас наполню холофайбером тельце и покажу, что получилось. Так, вот я добавила холофайбер. Вот так вот выглядит наше тельце. Вот сзади так. Сейчас будем пришивать голову. Берем голову. Вот тут вот ниточка с этой стороны у вас должна быть.
голову вот так вот крепим. И я это делаю, у меня такие 2 спицы есть. Я просто, чтобы ровно пришить, вот так вот креплю эту голову, вот так вот, и пришиваю ее. Вот видите? И пришиваю ее. Можно пришить крючком, а можно вот этой вот иголочкой. Вот такой вот пластмассовой, специально для вязания иголки. Вот. Иголкой удобней. Просто пришиваете. Здесь я ничего нового вам не скажу. Просто пришиваете. Сначала в голову вставляете иголочку, потом в тело. Не очень удобно мне это делать на камеру, поэтому сам принцип понятен. Просто пришиваете, как обычно. Вы пришиваете голову игрушки. Вот в голову хорошо затягиваете и в тельце. И вот так вот по кругу нужно будет прошить. Сейчас я это сделаю и покажу вам, что у меня получилось. Так, голову я пришила. Вот так вот это выглядит. Это сзади. Сейчас будем пришивать мордочку. Берем нашу, я уже буду пришивать обычной иголочкой с ниткой. Просто пришиваем ее к нашей голове. Вот смотрите, вот так вот, формируя мордочку мишки. Просто тоже весь процесс сейчас показывать не буду, потому что мишка большой. Делать это на камеру неудобно. Просто пришиваем как обычно. То есть здесь ничего нового. Секретов никаких нет, поэтому просто пришиваем самостоятельно. И сейчас я это сделаю и покажу, что у меня получилось. Еще забыла сказать, полностью до конца не пришиваем. Вот здесь вот доходим до этого места, чтобы мы могли вставить носик. Так, смотрите, вот я пришила не до конца. Нам нужно вставить носик. Вот носик, чтобы ровненько все было и красиво. Вставляем. Сначала не закрепляем, а просто смотрим. Если все устраивает, то тогда только закрепляем. Да что ж такое, не хочет там пролазить. Так, вот как-то так, я думаю, это должно выглядеть, чтобы было посерединке. И просто закрепляем хорошо с обратной стороны. Так, добавляем холофайбер немного. Распределяем по мордочке, чтобы было красиво. Вот так вот. И дошиваем. Все зашиваем. И все, сейчас зашью и покажу, что получилось. Так, смотрите, вот такой вот мишка у нас получился. Такая вот красота. Осталось нам пришить ушки. Ушки я тоже пришиваю обычной иголкой с ниткой, как и мордочку. Ушко, вот как мы вязали, складываем его пополам и немножко вот так вот загинаем.
Можно, кстати, их вот здесь вот прошить. Но я такого ни разу не делала. Просто вот так вот немножко округлив, пришиваем с одной и с другой стороны. Так, вот так вот, чтобы было красиво. Давайте тоже самостоятельно прошиваем. Просто аккуратно, симметрично нужно пришить. Сейчас я это сделаю. На камеру просто неудобно. Но здесь ничего сложного. Пришили. И сейчас я покажу, что получилось. Вот ушки я пришила. Скажите, он чудесный. Это просто шедевр. Я вчера его, когда вязала первый раз, вообще из этой пряжи я вчера вязала первый раз, пробовала как, что и к чему. Именно покупала ее, чтобы записать мастер-класс на YouTube. Когда я его связала, я на него посмотрела, конечно, была в восторге. Сначала даже думаю, так, может не делиться этой схемой? Но, конечно же, решение уже было принято. Я хотела именно для вас связать этого мишку, чтобы рассказать, как это делать. Хотя и сама не знала, но я быстро учусь, поэтому у меня все получилось. Схему я придумала вчера, тоже сама лично. То есть эта схема моя полностью. Вот, поэтому осталось нам пришить глазки. Как я уже говорила, для глазок у меня бусинки. Просто мы их сюда пришьем. И вот такой вот красавец у нас будет. Пришиваем обычной иголкой с ниткой. Все как всегда. Вот, но я, честно скажу, я в восторге и от этой пряжи, и от игрушки, которая из нее получается. Потому что вязать, конечно, сложно. Когда вы будете это делать, то вы, конечно, поймете, о чем я говорю. Но оно того стоит. Это просто чудеса, то, что получается. Вот, смотрите, как красиво. Такой вот красавец. Смотрите, еще хочу показать. У меня кто-то недавно в комментариях спрашивал, куда я прячу нитку, когда вот пришью глазки. Эти, кстати, да, глазки я пришила. Вот, я ее могу, на самом деле, по-разному. Могу здесь. Вот сюда вывожу, прям под мордочку, к основанию шеи. Вот сюда аж. И здесь вот завязываю узелок. Могу и так сделать. Вот видите, сюда близко-близко вывела. И тут просто завяжу сейчас узелочек. Вот таким образом. Затяну. И потом еще могу пустить ниточку по вязанию. Так, сейчас иголочку не найду. Вот сюда вывожу. То есть там я уже узелок закрепила. А здесь просто уже повывожу ее туда-сюда. И обрежу. Поняли? Поняли, поняли. Вот так вот как-то. И вот здесь подтягиваю хорошенько и обрезаю. И так, черной ниткой я пришивала глазки. Так всегда пришиваю черной ниткой. Сейчас подниму немного выше камеру, чтобы больше было мишку видно, и покажу. Вот мои мишки. Этот, который я связала вчера. Вот такой вот малыш. И этот, который сегодня вместе с вами. Классный, да?
Такие мягкие плюшевые мишки. Надеюсь, вам понравился данный мастер-класс. И у вас обязательно получится связать игрушечку. Просто пробуйте, пробуйте и пробуйте, пока не получится. Желаю вам всего хорошего. И пока-пока.